Слава Украине, приветствую от Полонского. Трамп обокрал дедовоевалов. Да, все мы прекрасно знаем, что на России победобесие — это один из столпов, одна из скреп, правда скрипит очень сильно, но одна из скреп вот этого всего кремлевского незаконного режима наркоманов и нацистов. Так вот, Трамп у них украл День Победы, взял вот так вот просто отнял и забрал себе, сказал, это мой праздник, да. Ну, правда, не совсем 9-го, потому что я, кстати, не знаю, почему на России празднуют 9 мая, это абсолютно нелогичная дата. Ну, там на России искать логику, это же дрянь дело, себя не уважать. Да, а Трамп будет праздновать 8 мая, объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября День Победы в Первой мировой войне. И вот что он заявил при этом. Мы выиграли обе войны. Никто не был даже близко к нам по силе, храбрости и военному блеску. Но мы никогда ничего не празднуем. Это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать. Мы снова начинаем праздновать наши победы. Конец цитаты Трампа. Я просто переводил, потому что я читал по-английски. Походу, да. Вот так вот это выглядит приблизительно, друзья мои. Да, значит, берет пример с Путина, с одной стороны. А с другой стороны, такой, конечно, знатный плевок в дедовоевалов. Дело в том, что Россия всегда объявляет вот этот вот День Победобесия. И почему она и стала победобесием, а не победой. Потому что Россия самочинно украла этот праздник, или это праздником нельзя назвать. Когда 40 миллионов трупов, то тут праздновать, собственно говоря, абсолютно нечего. Вот. Но Россия людоедская, особая страна, да, в которой вот эти вот, ну, страна андрофаг, да, которая жрет трупы, и она очень даже готова праздновать подобные жуткие даты. И в том числе Вторую мировую войну. Но тут встает одно небольшое но. Понимаете, с одной стороны, вроде бы роль американцев во Второй мировой войне Трамп, конечно, преувеличивает несколько. Но зато, смотрите, зато американцы всегда во Второй мировой войне воевали по одну сторону баррикад. Да? То есть американцы, начиная с 1941 года, если я так не ошибаюсь, воевали против вот коалиции Япония, Германия, Италия. Против этой коалиции. Ну, там еще и поменьше были участники. Венгрия, Финляндия и так далее. Ну, вот большие участники, их было трое. Германия, Италия, Япония. И вот американцы с самого начала войны воевали действительно против этой коалиции. Тут ничего не скажешь. Да, начали они после того, как Япония напала на Перл-Харбор. И дальше уже там понеслось. Вот. А получается, Советский Союз вроде бы воевал с 1941 года. Напомню, война началась в 1939 году. И вроде бы Советский Союз понес больше всего потерь. Потом Россия себе просто присвоила эти, как говорится, достижения. Одно только небольшое но. Почему-то все забывают период с 1939 по 1941 год. 2 года вот эти вот, когда Советский Союз тоже воевал, но на стороне фашистской Германии. И вот тут, значит, расисты об этом предпочитают никогда не вспоминать, да, как СССР вместе с Германией с двух сторон напали на Польшу, делили Польшу, краили кордоны и так далее, и так далее. После этого помогали фашистской Германии воевать против Великобритании. Помним, да, как Великобритания в одиночку воевала с этим монстром, который поддерживался на тот момент всей оккупированной Европой, потому что вся промышленность работала на немцев, плюс Советский Союз, который просто обеспечивал своего союзника Гитлера чем только мог и как только мог, да. Вот. И, собственно говоря, поэтому вот эти вот потери, понесенные СССР во Второй мировой войне, во-первых, они были по большой части идиотскими, потому что они, вот как и сегодня рашисты, посмотрите, какие они потери несут в Украине, да, просто потому что нужно было какую-то кочку или точку или город взять к определенной дате, хоть вот кровь с носу, но взять. 7 ноября, все, ура, все сдохнут там, но, значит, взять город Страхопудинск. И все, и там ложат 500 000 человек под Страхопудинском, берут, вешают туда красную тряпку, мы победили. Что ж вы победили, если вы 500 000 человек, а маленькие еще нарожают.
Вот это такая постановка вопроса была. Поэтому с точки зрения, конечно, военной науки, может, американцы были и получше других, тут никто спорить особо не будет, потому что, по крайней мере, скажем так, количество идиотских потерь у вооруженных сил США было на 2 порядка меньше, чем аналогичное у СССР. Если бы в Советском Союзе не было людоедов у власти, вот, Сталина и всех остальных вот этих вот кровавых маньяков типа Жукова, ну, Рокоссовского в меньшей степени, Жукова, Конева и так далее, Тимошенко и прочее этой вот шушвали, то, конечно, потери бы были гораздо меньше. Это же очевидно, просто потому что они на убой загоняли огромное количество солдат, вот как, точно как сегодня рашистские генералы, продавливая трупами оборону немцев на тот момент. Вот, и СССР потерял бы несравнимо меньше людей, если бы действовал немножечко по-другому. Вот. Ну вот, речь не о том. Речь о том, что, значит, Трамп берет и забирает у рашистов, как говорится, просто в самое скрепное сердце он воткнул свой, значит, орлиный нос американский. Да, у них же орел там на этом, скажите мне, на гербе орел, да, он этот орлиный нос прямо в скрепную вот эту вот вонючую душу России загнал по самое некуда и говорит: вы тут никто, вас тут не стояло, это я победил, а вы там вообще непонятно с чьей стороны воевали, идите вообще гуляйте отсюда. Ну, ждем, как говорится, скрепного воя на скрепных болотах.